Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же будет ваша будущая жена? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кто хочет записаться на личные расклады, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. А знаете, мне показывают, что какой-то период жизни вы как будто вели такую, достаточно беспечную жизнь. Особенно, я думаю, это проигрывается в молодости, да, вот вы такой были рубаха-парень, любили скорость, любили какие-то, вот знаете, может быть, единоборства. Ну, то есть, немножко такой мальчишка-хулиган были в каком-то смысле. Некоторые из вас остаются такими же и сейчас. То есть, вы такие любители адреналина, да, вот любители чего-то такого, что будоражит кровь. Ну, в хорошем смысле слова, да, я не говорю, что там чем-то таким плохим вы занимались. Ну, то есть вы очень такой активный, подвижный, да, вы в свое время не задумывались о каких-то последствиях, возможно, да, вот, ну, такой вот вы были, хулиганистый товарищ. Но в то же время вы очень такой романтичный и мечтательный. Вы живете, знаете, как будто вот живете одним днем, наслаждаетесь вот каждой минутой, каждым мгновением, потому что, знаете, вот у вас могут даже проигрываться мысли, ну, довольно часто такие фразы, да, вот я слышу, вообще среди людей. Сколько той жизни, да, не знаешь, сколько отведено, ну вот в таком ключе. То есть как будто вы спешите жить, да, вы, особенно вот раньше, я думаю, так проигрывалось у вас довольно часто, вы спешили жить, да, вот что-то такое совершали, чтобы, может быть, насладиться, куда-то поехать, что-то сделать. Потому что, ну, такой вот, вы знаете, ну, фаталист, я бы сказала. Вы также человек, который всесторонне развитый. И даже если вы работаете, допустим, ну какая-то простая специальность, там рабочая, может быть, специальность, казалось бы, не ученая степень, но вас смело можно назвать всесторонне развитым человеком, потому что вы и любопытный, вы многими вещами интересуетесь, да, вы любите познавать что-то новое, изучать какие-то направления новые, да, кто-то, может быть, даже подумывает заняться каким-то новым делом, да, освоить, может быть, новую профессию какую-то, ну вот в таком ключе, понимаете? То есть каким-то лентяем лежебокой, ну точно я вас не смогу назвать. Вы вообще такой человек скорости, да, вы активный, вы подвижный, вы импульсивный, даже, я бы сказала, может быть, вспыльчивый. Но это абсолютно не значит, что вы любите скандалы. Вот как раз скандалы вы не любите. Вы из тех людей, которые могут вспылить и очень быстро погаснуть. То есть вы такой вспыльчивый, но отходчивый. Далее, что еще мне о вас поведают карты? Вы человек, который очень сильно любит стабильность и постоянство. Это касается абсолютно всех сфер жизни. Вы не будете, знаете, особенно это с годами, я думаю, проигрывается. Чем старше вы становитесь, тем больше вы любите, ну, какое-то постоянство, да, стабильность. Потому что если раньше вы были такой рубаха-парень, то жизнь вас, в принципе, научила, что лучше все-таки, когда у тебя есть стабильность, стабильная одна женщина, да, стабильная работа и все остальное. Потому что вы в своей жизни, в принципе, довольно много шишек набили. У вас есть уже довольно такой, ну, сложный, тяжелый жизненный опыт. У каждого это проиграется по-своему. Я вам скажу, что вы, в принципе, знаете, такой человек, которого, ну, можно назвать добряком. Вот добряк вы, но вы далеко не всем это покажете. Вы можете быть добряком, но с избранными людьми. Вы такой человек, что если к вам по-хорошему, вы последнюю рубашку отдадите. Если же вам будут там, ну, что-то нехорошее говорить, как-то тем более унижать, оскорблять, вот здесь вы проявите весь свой характер.
Здесь вы можете резко обрубить отношения, вы можете бросить трубку, можете развернуться и уйти, ну, в таком ключе. И поэтому, знаете, у вас такая жизнь, вот как на вулкане. Я не говорю, что это сейчас, да, ну, у кого-то, может быть, сейчас, у кого-то это в прошлом уже. Ну, такая драйвовая достаточно жизнь была. И вообще какая-то, вот, знаете, качелеобразная. Вот я бы еще так назвала. Качелеобразная, то лучше, то хуже, да, то больше эмоций, то как-то затишье. Вот постоянно вы в таком вот, в эмоциональных перепадах находитесь. Ну, касательно женщин, давайте смотреть, что же здесь у вас с женщинами, потому что я пока как-то вот не вижу такой, чтобы дамы сердца. Знаете, мне показывают, что как раз от женщины, которая была достаточно дорога и любима вами, как будто вот вы избавились от нее. Ну как, избавились, не в прямом смысле слова, да, это тот же развод, да, когда вы или она ушли, у каждого по-своему проиграется, да, то есть это разрыв отношений, это очищение от прошлой жизни, это очищение от негативных эмоций, от негативных отношений. Я вам скажу, что даже вот те из вас, кто разошелся, вот казалось бы, да, это, ну, в принципе, достаточно сильный стресс, но это только вас укрепит. Вот укрепит ваши, знаете, и какие-то жизненные позиции. Это укрепит. Вы поймете это позже. Вы поймете, что это только в плюс, то, что вы разошлись. Потому что вот эти отношения, которые у вас были, ну, дальше так продолжаться просто не могло. Вот напишите, ребят, есть такой момент? Вот вы смогли бы терпеть дальше то, что было у вас с вашей бывшей женщиной? Я думаю, вряд ли. Потому что у кого-то это были бы либо же нервные срывы, это была бы какая-то психушка, да, это, ну, реально крыша бы уехала. Это просто конец вашего здоровья, да, это угробленная нервная система. Поэтому перекрестились, забыли и сказали спасибо Богу, что отвел, да, от такой женщины. Давайте-ка смотреть, что же будет дальше у вас в личной жизни. Будет ли у вас будущая новая жена, да, вот появится ли у вас новая женушка. Вот я вам скажу, что несмотря на то, что у вас очень такой подвижный образ жизни, возможно, это даже с работой связано, да, все равно ощущение дома, нехватки, вот ощущение той семейной атмосферы у вас присутствует. Вам очень хочется как раз встретить женщину, которая была бы такая действительно настоящая хранительница очага. Вам бы хотелось встретить женщину, которая создала бы уют, комфорт как раз в вашем доме. Напишите, кстати, есть у вас такой момент, да, вот такое желание встретить такую вот хранительницу очага. Но я вам скажу, что как-то вы не очень верите в то, что в вашей жизни появится новая женщина. Ну, жена, я имею в виду, да. Женщина-то может появиться просто с какой целью. У кого-то это для здоровья, у кого-то для развлечения. Но вот то, что вы задумываетесь о том, что, может быть, и не получится, да, уже жениться, может быть, вы не найдете достойную женщину, которая смогла бы стать вашей женой, да, вот такие мысли у вас периодически появляются. Я вам скажу, что вы, ну, особо не активничаете. Я вот не вижу того, чтобы вы вот искали целенаправленно жену себе, да. Ну, нет такого. Вот как-то вы, так знаете, сбросили этот груз с себя. Ну, вот как будет, так и будет. И хочется, и колется, и момент недоверия тоже присутствует. Здесь очень много чего повязано, очень много связано с прошлым, да. Я уже не раз говорила, что все ваши какие-то конфликты, все ваши разводы, они очень, очень такой сильный отпечаток несут на протяжении всей вашей жизни. Поэтому я вам скажу, ваши разводы, а у кого-то из вас и не один развод был, конечно же, они посеяли в вашей душе очень много опасений, очень много недоверий. Потому вы и не торопитесь, да, вы как-то пустили на самотек, и все. Появится, так появится. Хоть в душе вам очень-очень хочется иметь ту самую настоящую семью. Ведь правда, мальчишки? Давайте все-таки теперь разбираться, какая же будет или не будет ваша женщина, новая женщина, да, и станет ли она вашей женой.
Смотрите, в вашей жизни появится женщина, которая вас сразит даже, знаете, вот наповал. Это может быть, ну, для начала, конечно же, внешняя красота. Это ухоженность, это, ну, это та самая ситуация, когда говорят, что мужчина любит глазами. Вот вы ее увидите, и все, и пропал. И стрела Амура вас пробила. Вот вы реально будете как под гипнозом, да, вот смотреть на эту женщину, как зазомбированный, что все, не могу глаз оторвать. Сначала как-то вы будете робеть перед ней, да. Я не буду привязываться к ситуации, где вы с ней познакомитесь, потому что очень много вас, да, и ситуации, естественно, у каждого будут другие, свои. У кого-то, кстати, может проиграться, что в дороге, либо же во время путешествия вы можете познакомиться с этой женщиной. Но опять же мы не привязываемся, потому что общий расклад. Эта женщина будет довольно такая, знаете, поначалу вам казаться таинственная, неприступная. Вы будете даже ее побаиваться. Вот те пресловутые страхи, которые у вас есть в душе, они, конечно же, сразу сработают. Начнутся очень много таких, знаете, аналитических мыслей. Потянули я ее, а может у нее кто-то есть, а вдруг я ей не понравлюсь. Ну, то есть вот эти все ваши опасения, а вдруг то, а вдруг все, поначалу, конечно, будут вас преследовать. Но вы не отступите. Вы довольно сильный мужчина по жизни, поэтому вы, несмотря на свои сомнения, опасения, вы все равно будете пытаться вот ее завоевывать, да. Женщина, я вам скажу, такая, она внешне хоть и может быть казаться такой неприступной, да, красавицей, но она на самом деле очень душевный такой человечек. Она очень жизнерадостная, она жизнелюбивая. Эта женщина довольно справедливая, она любит во всем порядок. Это женщина, которой очень сложно навешать лапшу, она ее очень быстро просекает. Потому что она очень умная, она очень развитая, ну точно так, как и вы, да, вот в принципе у вас есть не одинаковые черты, она и начитанная, она и умная, она и порядочная. Ну то есть здесь такой тандем, когда у вас, знаете, вот будут такие моменты случаться, что вы будете на нее смотреть, и как будто на себя со стороны. Ну, то есть она будет в чем-то вот какие-то поступки совершать, вот такие же, как вы, да. Вот она будет себя вести в какой-то ситуации, ну, подобно, как вы ведете. То есть вы такие, знаете, как два брата-близнеца в каком-то смысле. Брат с сестрой, вернее. Далее, что еще мне расскажут, покажут? Что же у вас случится? Вы знаете, эта женщина, вот она настолько умна и мудра, что она возродит у вас те самые ощущения, что вы глава семьи, вы мужчина, вы сильный, да, вы добытчик, охотник и так далее. Вот она будет с вами чувствовать себя как маленькая девочка, беззащитная. И я знаю, что многие мужчины мечтают о таком ощущении, да, чувствовать себя сильным мужчиной, защитником рядом со слабой женщиной. Потому что когда у нас многие женщины слишком много берут на себя, да, у нас довольно много сильных женщин. И мужчине уже как-то и не особо интересно, потому что она все сама, да, вот. Мужчина что-то хочет ей помочь, я сама, не надо, я сама. А потом женщины удивляются, а почему мужчина ничего не помогает? Да потому что ты сама мужик в юбке, правда ведь? А здесь будет вот совершенно иная ситуация. У вас, знаете, возродятся, как будто вот всколыхнутся, может быть, старые воспоминания, как было когда-то, когда вы решали все проблемы, когда вы действительно чувствовали себя мужчиной с большой буквы рядом с женщиной. Вот она вам даст бразды правления. Она не будет вам указывать, что делать. Вы будете в каких-то моментах с ней советоваться, конечно же, но решение основное будете принимать вы как мужчина. В этих отношениях вы почувствуете себя нужным. Это очень и очень немаловажно. Вы почувствуете себя любящим и любимым. И, конечно же, здесь будет стоять очень острый вопрос совместного проживания. Кто-то будет жить в гражданском браке, кто-то захочет официальный брак заключить, да? Но здесь однозначно идет
ну, путь, дорожка идет как раз к семье, да, к совместному проживанию. Это не будут просто отношения, это не будет просто роман какой-то. Это именно серьезные намерения, потому что и у вас, и у этой женщины одна цель. Вот вам хочется найти вот именно человека для серьезных отношений. И вы поэтому, ну, как бы встретитесь, да, сама судьба вас сведет. Эта женщина будет как раз, знаете, самым главным вашим богатством. Вы это поймете. Вот вы поймете, что даже не деньги, да, еще что-то. Вы поймете, что вот вы настолько ней будете дорожить, что, ну, даже от одной мысли, что ее могут увести, либо же что-то может пойти не так, и вы можете с ней расстаться, вас будет просто это в шок бросать, да, и в холодный пот, что, не дай бог, такое случится. Вы настолько трепетно будете относиться друг к другу, что, ну, это, знаете, та история, которая бывает раз на миллион, наверное, но она все-таки бывает. Всегда нужно верить, что так и будет, ребят, потому что, когда вы опускаете руки, вы сами себя программируете, вы даете посыл во Вселенную, да, что вот, неудачник, ничего не будет, женщины все плохие, и вы будете притягивать то, о чем вы думаете. Я это много раз уже говорила. Я вам сказала, да, что у вас все будет хорошо. Я вам сказала, что у вас будет шикарная женщина, шикарные отношения. И вы должны, знаете, вот поверить в это просто до глубины души. И тогда случаются чудеса. Вот когда нет ни капельки сомнения, когда вы верите до последней клеточки, вот именно внутренне верите, да, не начинаете сомневаться, обмозговывать это все, а именно вот так и будет, да, вот я буду счастливым, я буду любимым, я буду любить. И тогда действительно вам сама Вселенная пошлет такую женщину, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!